Всем привет! Грецкий орех – это наиболее полезный и питательный орех, который вылечивает сердце, очищает сосуды от холестерина и бляшек, питает и улучшает работу мозга, улучшает сон, укрепляет кости и снимает боль в суставах, полезен при сахарном диабете. Подробнее обо всех полезных свойствах грецкого ореха узнаете в этом ролике, поэтому смотрите видео до конца. Из всех видов орехов у грецких самый высокий уровень здоровых полиненасыщенных жиров, а по содержанию альфа-липоевой кислоты они абсолютные рекордсмены. Диетологи рекомендуют съедать в день 5-7 половинок ореха. В такой порции содержится почти 2 суточных дозы омега-3. История грецкого ореха. Грецкий орех – плод дерева, которое может достигать высоты 25 метров и жить до 400 лет. Родина точно не установлена. Дикие растения встречаются на территории Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Средиземноморья, предпочитают теплый климат. Считается, что грекам растение попало из Персии. С подачи греческого народа грецкие орехи стали называться царскими, настолько высоко их ценили. И простолюдины не могли употреблять их в пищу. Латинское название переводится как «царский желудь». В Киевскую Русь грецкий орех попал именно из Греции, и поэтому получил такое название. Какая польза от грецких орехов? Улучшает обмен веществ. Витамины группы В улучшают обмен веществ, не дают лишнему весу задерживаться и поддерживают внешнюю красоту и здоровье. Улучшают работу мозга. В грецком орехе омега-3 больше, чем в любых других орехах. Эти жиры положительно влияют на умственную активность мозга. Борется со стрессом. Фолиевая кислота и витамины группы В, которыми богат орех, благотворно воздействуют на нервную систему человека, помогают справиться со стрессом и депрессией. Грецкий орех снимает нервное напряжение, борется с бессонницей. Улучшает состояние кожи. Польза масла грецкого ореха неоценима для нежной, чувствительной и раздраженной кожи. Оно приводит ее в порядок, увлажняет, устраняет шелушение, успокаивает. Масло грецкого ореха – отличное средство для восстановления волос. Восстанавливает силы. 100 грамм грецкого ореха по питательности равны примерно 650 калорий, что по калорийности чуть меньше 100 грамм сливочного масла и чуть больше 100 граммов шоколада. Полезны при различных заболеваниях. Полезно использовать грецкие орехи в рационе при различных болезнях, заболеваниях сердца, сахарном диабете, запорах, псориазе, атеросклерозе, подагре, но предварительно стоит посоветоваться с врачом. Благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Калий и магний в составе орехов укрепляют сосудистые стенки, приводят в норму уровень холестерина и артериального давления, снижают риск инсультов и инфарктов. Чем полезен грецкий орех для мужчин? Польза грецкого ореха для мужчин заключается в том, что он помогает в работе половой системы. Особенно полезно эти орехи есть в период планирования ребенка. Регулярное употребление грецких орехов поможет получить необходимую энергию при простатите и других воспалительных процессах мочеполовой системы. Пополнить запасы цинка, витамины группы В, Е и калия в организме, которые важны для потенции. Улучшить кровоснабжение половых органов. Полезнее всего есть орехи в сыром виде. Можно пропустить их через мясорубку и смешать с сухофруктами. Чем полезен грецкий орех для женщин? Для женщин польза грецких орехов заключается в том, что они положительно влияют на гормональный фон. Грецкие орехи рекомендуют есть тем, кто потерял много крови, была операция, обильные менструации или роды. Также орехи полезны при нарушениях менструального цикла и помогают при периодических болях. Орех способствует нормализации работы половых желез. Многие девушки следят за своим весом, поэтому диетологи рекомендуют брать на перекус орехи, но не есть их за раз больше 2 штук из-за высокой калорийности. В
В период беременности у большинства женщин формируется дефицит железа. Орехи в рационе в сочетании с блюдами из красных сортов мяса или яиц помогут привести гемоглобин в норму. Кальций и фосфор в орехах участвуют в формировании скелета плода. Магний в составе поможет на поздних сроках выводить из организма лишнюю воду, чтобы не было отеков, снизить тонус матки. Можно ли грецкий орех при грудном вскармливании? Лучше узнать у своего врача, так как любые орехи могут вызвать сильную аллергию у новорожденного. Если грецкий орех можно ввести в рацион, то молоко будет более питательным, улучшится лактация. Полезное свойство орехового масла. Этот продукт, изготовленный из спелых ядер, известен человечеству на протяжении многих столетий. Масло грецкого ореха содержит все питательные вещества, что и свежий плод. Но помимо лечебных целей, этот продукт играл и другие роли. Египтяне, например, использовали его для мумификации, жители Востока в качестве сырья для масляных ламп. Жители Западной Европы, как ели в храмах. В косметологии ореховое масло известно как средство против старения, разглаживающее кожу и придающее ей здоровый цвет и сияние. Любили это масло и художники. В разные века они использовали его для смешивания красок. В частности, экспертиза показала, что Пикассо, Сезанн, Моне регулярно прибегали к использованию этого продукта. Включение в рацион грецких орехов можно считать одним из самых простых способов пополнения запасов полезных веществ. Кажется, легче назвать болезни, от которых не исцеляет этот вкусный плод, чем перечислить все его достоинства. Когда он опасен? Также стоит быть внимательными с грецкими орехами тем, кто имеет хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание жиров в ядрах оказывает большую нагрузку на печень и поджелудочную железу, а также на другие органы ЖКТ. Специалисты рекомендуют употреблять продукт дозированно. Максимальное количество в сутки 100 грамм. Не стоит есть его регулярно, чтобы не провоцировать процессы развития неблагоприятной для человека микрофлоры в кишечнике. Ешьте, но в меру. И тогда будет все отлично. На этом наш ролик заканчивается. Напишите в комментариях, какую тему хотите следующий ролик. Я буду очень рада за вашу обратную связь. До новых встреч!